Здравствуйте, меня зовут Виктория Швайц, я практикующий психолог, и сегодня мы поговорим о том, как можно проработать иррациональную вину, как можно от нее избавиться. А в прошлом видео мы с вами разобрали, откуда берется нездоровое иррациональное чувство вины. Мы обсудили также 5 возможных источников иррациональной вины. Ссылку на это видео вы увидите в описании к данному видео. Итак, чем же отличается иррациональная вина от вины рациональной? Рациональная вина, то есть реальная вина, как правило, возникает, когда вы совершаете какой-то нехороший поступок, неблаговидный поступок, и после этого чувствуете раскаяние и чувствуете вину по отношению к другому человеку. Например, вы накричали на кого-то, и после этого вас начинает мучить чувство вины. Вот это здоровая вина, реальная вина, рациональная. А в этом случае вам достаточно просто извиниться перед человеком, на которого вы накричали, и чувство вины исчезнет. В случае же иррациональной вины все намного сложнее, потому что вы вроде бы не совершаете никаких плохих поступков, вы не делаете ничего плохого, и тем не менее вы чувствуете острое чувство вины. Например, вы хотите поехать в отпуск. После долгих переговоров с начальником, который сетует на то, что некому сейчас работать, на то, что горят сроки, горят планы, очень не вовремя вы собрались в отпуск, начальник все-таки вас отпускает, вы едете в отпуск, но расслабиться как-то вот не получается, потому что вы постоянно ощущаете вину. Вы постоянно думаете о коллегах, которые остались работать вместо вас. Вы постоянно думаете о том, как отреагировал начальник, что он теперь о вас думает, как вообще он будет себя вести, когда вы вернетесь, не уволит ли он вас, даже вот до такого может дойти. Да? То есть вы портите себе отпуск тем, что постоянно купаетесь в этой иррациональной вине. Вот именно так она и проявляется. А человека, который живет с иррациональным чувством вины, вообще очень легко определить, потому что, как правило, такой человек отличается неуверенностью в себе, у него, как правило, занижена самооценка, он любую критику, любое негативное высказывание, даже какое-то невербальное негативное действие воспринимает на свой счет всегда. И он всегда чувствует себя виноватым. Но даже если вот совершенно ни в чем вроде как чувствовать себя виноватым. И что получается? Таким человеком вообще очень легко управлять, им очень легко манипулировать. Именно давя на его чувство вины, на его чувство ответственности, на его совесть. И такой человек очень часто становится жертвой других людей, жертвой манипуляторов. Причем это может быть, не обязательно это должно быть вот именно, должны быть какие-то люди, которые пытаются что-то получить от вас, да, какие-то мошенники, хотя такое тоже может быть. Как правило, манипуляторами становятся окружающие все. То есть это ваши коллеги, это родственники, с которыми вы общаетесь, это вообще могут быть даже незнакомые люди, с которыми вы где-то пересекаетесь, какие-то социальные контакты ваши. Да? Человек чувствует, что вами можно манипулировать, и зачастую этим пользуется. Итак, давайте поговорим о том, как можно избавиться от иррационального чувства вины. Первое и, пожалуй, основное, нужно определить, реально или иррационально вина, которую вы сейчас испытываете. То есть понять, есть ли у вашего чувства вины какой-то реальный повод. Если вина реальна, то, в принципе, достаточно просто попросить прощения перед человеком, перед которым вы чувствуете себя виноватым, и сразу станет легче. Вы просто сразу почувствуете, да, как вам станет легче дышать, вы перестанете думать о том, что этот человек подумал в тот момент, когда вы его обидели. Вы перестанете прогнозировать, придумывать его реакцию, придумывать его выводы, да, которые он сделал после такого вот вашего поведения, и вы вообще забудете об этой ситуации. Если вина иррациональная, то здесь второе, да, это у нас важно понять, что вы испытываете именно вину, потому что вина довольно часто маскируется за тревожностью, она очень часто маскируется за страхами.
в частности, за страхом ошибки и за страхом сказать кому-то «нет». Почему? Потому что люди, у которых очень много вот этой рациональной вины, как правило, она копится еще с детства, она приходит из прошлого, им просто невыносимо добавлять вот к этому багажу, и так уже достаточно объемному, еще дополнительную вину. Они неизбежно почувствуют себя виноватым, если ошибутся или если кому-то откажут. То есть таких ситуаций они пытаются избегать. Отсюда берется страх ошибки и страх сказать «нет». И если вас мучает тревога, если вот как-то неспокойно на душе, да, какое-то беспокойство, просто спросите себя, а не вину ли вы сейчас испытываете? И послушайте, прислушайтесь к себе. Иногда само понимание того, что вот это вина, что вас беспокоит чувство вины, помогает существенно снизить тревогу. Следующий совет, третий совет. Если вы поняли, что ваша вина иррациональна, то есть если вы поняли, что вы испытываете вину в ситуации, в которой вроде как не должны ее испытывать, ну, например, вы отстояли собственные границы, вы не дали коллеге, допустим, воспользоваться вашей добросердечностью и отказались работать за него в выходные. Ну, вроде как вы все сделали правильно. Вы отстояли собственные границы, но при этом вы почувствовали сильнейшее чувство вины, которого, по идее, быть не должно. Следует побыть с этим чувством вины. Многие люди просто бегут от него, им невыносимо чувствовать вину. Они сразу пытаются чем-то заглушить эту вину или переключиться на другие дела, или быстро-быстро побежать извиняться, вот лишь бы не быть наедине лицом к лицу с этим чувством вины. Скажите себе, сейчас я чувствую вину. Это вина. Повторите это несколько раз. Побудьте с этим несколько минут, а затем подумайте о причинах, по которым вы поступили именно так. Придумайте оправдание вашему поведению, найдите его, поработайте с собственным адвокатом, и вы сами найдете эти причины, и вы легко сможете избавиться от этого чувства вины. Четвертое. Следует признать, что чувство вины, которое вы испытываете, находится вне зоны вашей ответственности. О какой ситуации я говорю сейчас? Например, предположим, что в детстве мама постоянно упрекала ребенка в том, что в свое время не смогла закончить институт, не смогла получить высшее образование из-за того, что он родился. И вот такое поведение матери может сформировать тяжелую иррациональную вину у ребенка. И эта иррациональная вина потом будет его преследовать на протяжении всей жизни. И в такой ситуации уже взрослому человеку, испытывающему вот эту иррациональную вину, необходимо отказаться от ответственности за выбор родителей, за их профессиональные успехи, за их ошибки, за их поступки, потому что это вне зоны ответственности данного человека. Это было зоной ответственности родителей, но никак не детей. Пятое. Если вы поняли, что эта вина иррациональна, следует признать, почувствовать, что в случае иррациональной вины никакого возмещения, никакой компенсации, расплаты не может и не должно быть. Нет вины, нет расплаты. Наказывать себя, расплачиваться не за что. Шестое. Вам следует принять ситуации, которые вы не можете изменить. Человеку очень часто свойственно чувствовать себя виноватым для того, чтобы не чувствовать себя беспомощным. Намного проще в такой ситуации быть виноватым. Поэтому очень часто после смерти кого-то из близких родственников оставшиеся родственники начинают себя винить в том, что они недостаточно за ним ухаживали, недостаточно были к нему внимательны и так далее. То есть им проще винить себя в том, что они оказывали ему недостаточный уход, организовали ему недостаточное лечение и так далее, чем признать, что они никак не могли повлиять на эту ситуацию. Они ничего не могли сделать, но вот эта беспомощность для них невыносима. Итак,
Если произошла ситуация, которую вы не можете изменить, не вините себя, признайте, что от вас в этой ситуации ничего не зависит или ничего не зависело, если эта ситуация относится уже к прошлому. И 7-й совет– это обратиться к психологу. Дело в том, что человек часто не может понять, что он испытывает именно чувство вины. Он так долго живет с ней, он так сжился с этим чувством, что вообще не понимает, почему он чувствует себя так, а не иначе, почему он действует так, а не иначе, почему он так остро реагирует на критику, почему он чувствует такую неуверенность в себе, почему не может никому отказать и так далее. То есть вот изменить, указать причину, изменить отношение к жизни, изменить поведение, в таком случае поможет психолог. Он также поможет вам разобраться с детскими травмами, которые могли спровоцировать застревание вот этого чувства вины. Что-то когда-то с вами произошло, что вызвало острое чувство вины. И в этой вине вы живете на протяжении долгого времени затем. Да? И психолог поможет вам переработать эту травму, переработать это чувство вины и заменить ограничивающие убеждения, ограничивающие установки, которые были продиктованы именно наличием вот этого чувства, мощного чувства иррациональной вины. И вы сможете избавиться от иррациональной вины полностью и полностью изменить свое отношение к жизни и свое поведение. Если вам понравилось данное видео, если оно показалось вам информативным, пожалуйста, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и, пожалуйста, в комментариях пишите о том, попробовали ли вы данные способы борьбы с иррациональной виной, помогли они вам, не помогли. Вообще очень интересно узнать о ваших впечатлениях. Спасибо за внимание и до новых встреч!